Вавилов. Название доклада длинное, но содержащее очень конкретный посыл. Сорванный трансфер власти в Китай, переломная победа суверенной группы Си Цзиньпиня над группой левых глобалистов и начало подготовки к новой мировой войне. Заинтриговали, что называется. В Фейсбуке даже по этому поводу небольшая перепалка возникла. Да. Раскрывайте карты, Николай Николаевич. Спасибо большое, Елена Георгиевна, Андрей Ильич. Не впервые я в фонде Горчакова, но тем не менее это очень большая честь здесь выступать наравне с предыдущими выступающими. Действительно, тема длинная, но она является по большому счету содержанием коротким двух глав новой книги, которая вышла в Институте системы стратегического, в Институт системы стратегического анализа Андрея Фурсова, при его поддержке непосредственно и в рамках моей деятельности в этом институте. Я сегодня не только этот институт представляю, а также Ассамблею народов Евразии, где я являюсь заместителем генерального секретаря. И попытаюсь вам вот сегодня в рамках этой длинной темы, которая по большому счету является и кратким содержанием этого доклада, рассказать о тех вещах, которые в 2020 году начались. Но чтобы не быть скучным, чтобы сразу же перейти к очень интересной теме, именно к теме трансфера власти, мы с вами перенесемся вовсе не в события 2020 года, а в события первой крупной эпидемии, которая была в Китае 17 лет назад, 2003-2005 год, SARS. И, что самое интересное, она привела к смене верховной власти в Китайской Народной Республике. Если мы будем изучать состав акторов, непосредственно лиц, принимающих решения, которые руководили этой операцией, так скажем, по ликвидированию этой эпидемии, то мы увидим, что непосредственным руководителем от здравоохранения был некто Ма Сяовэй, который был тогда заместителем председателя комитета по здравоохранению, и 17 лет сохранял свой пост, вплоть до этой эпидемии, и эту эпидемию он встретил уже в рамках в новой должности руководителя комитета здравоохранения. Более того, непосредственным руководством по ликвидированию эпидемии SARS и тогдашнего генсека Дзян Цзиминя с поста председателя Центрального военного комитета Китайской Народной Республики, который он не отдавал в течение 2 лет, руководила некто Уи, вице-премьер, уроженка города Ухань, руководитель комсомольской организации города Ухань, которая была названа человеком года наравне с Кондолизой Райс, Ангелой Меркель, журналом Times. То есть это заслуженный именно в глобальном движении некий политический лидер. Она занималась установлением связей с Соединенными Штатами по линии внешней торговли. И каким-то странным образом была назначена руководить по ликвидации этой эпидемии. По итогам 2003 года военная власть, которая не хотела расставаться тогда Дзян Цзиминь, все-таки перешла в руки Ху Цзиньтао, бывшего руководителя секретаря комсомольского движения, Коммунистического союза китайской молодежи, и Дзян Цзиминь был отстранен от власти. То же самое структурно мы наблюдали в этот раз. В 2020 году эпидемия началась в Ухане. Ее действующими лицами были, как мы посмотрим, в книге это достаточно детально, вплоть до самых низовых должностей, были руководители комсомольского движения в Китае. Но я немножко буду перескакивать. Дело в том, что и Тяньаньмэнь, события в Тяньаньмэне тоже были инициированы бывшими секретарями комсомольского движения, которое до Тяньаньмэнь называлось Новодемократическим союзом молодежи и существовало при Мао Цзэдуне в течение 20 лет. То есть в книге это почти 100-летняя история существования комсомола. Один из его организаторов, который в дальнейшем организовал троцкистское движение, так и называлось, китайское троцкистское движение, она прослежена в книге с деталями, сейчас нет времени в это углубляться, но и Тяньаньмэнь, и SARS 2003-2005, и нынешние события имеют непосредственное отношение к Китайскому союзу коммунистической молодежи. Их руководители имеют очень тесные связи с Демократической партией США, непосредственно Ху Цзиньтао. Это творцы создания единой экономической системы между Китаем и Соединенными Штатами. То есть, когда мы говорим, что Байден – это человек с интересами в Китае, это человек с интересами в комсомольских корпорациях. То есть, это тесная связь между демократами и комсомольским движением. У них есть своя символика, очень сильно отличающаяся от коммунистической партии. По числу членов они примерно сопоставимы, это 90 миллионов человек. Но в отличие от
событий 2003 года Си Цзиньпин использовал опыт, по моему мнению. Сейчас это можно называть версией. Я думаю, через много-много десятков лет это будет признанная точка зрения. Си Цзиньпин использовал этот опыт и купировал попытку трансфера власти в середине года. И теперь мы видим, что, как правильно сказал Андрей Ильич, психической эпидемии нету. В Китае нулевая статистика. Это сложно поверить, да, мы действительно не эпидемиологи, это сложно понять, и как это вообще может быть, если в Китае 100 миллионов заражены гепатитом. Но, тем не менее, сейчас информационная повестка государственного аппарата, в том числе Комитета здравоохранения, такова. Нету в Китае, Китай победил ковид. Более того, 15 октября было массовое тестирование в городе Циндао, это крупнейший мегаполис, 10 миллионов человек. Нашли всего лишь 12 зараженных, сняли руководителя Комитета здравоохранения. То есть от количества, от абсолютно первично в первой половине года наращивания статистики, безумие, блокирование городов, да, кстати, мэр города Ухань, это тоже комсомолец, бывший руководитель комсомольской организации и потенциальный преемник Си Цзиньпина от комсомола Ху Чуньхуа, это тоже выходец из провинции Хубэй. То есть налицо очевидное совпадение, система совпадений, которая рождает версию о попытке трансфера власти, принудительного ухода, отдачи власти от армейской группировки, которую представляет Си Цзиньпин, в руки левоглобалистов, которые союзны Демократической партии США. Что произошло в марте? Ситуация с локдауном была настолько критической, что начала уничтожать буквально на глазах китайскую экономику. Люди начали выходить на улицы, и уже в конце марта во втором по величине городе Хунане, 4 миллиона человек, Чжучжоу, я на своей памяти не видел такого, что предприниматели, около нескольких сот человек, штурмовали городскую администрацию. То есть ситуация была уже критическая. То есть акции протеста предпринимателей, разорившихся, а в Китае 60% населения это частный сектор, это как раз мелкие лавочники, соответственно, они уже охватили всю страну. В операции по, скажем так, борьбе с коронавирусом принимала участие непосредственно Народно-освободительная армия Китая. В Ухань было переброшено 5000 человек, ну, я думаю, что не только врачей, то есть это была полноценная военная операция, с моей точки зрения. Более того, вот мы говорим про Флойда Бесси, да, некто Флойд, да, некий афроамериканец, наркоман, человек с очень странным социальным бэкграундом. В Китае тоже была попытка создать из врача Ли Вэньляна некий образ жертвы. Но когда мы начинаем разбираться, кто этот Ли Вэньлян, который со всех социальных медиа кричал о страшной эпидемии, о том, что власти, грубо говоря, не предотвратили эту эпидемию, мы начинаем видеть некий другой совершенно облик. Во-первых, это офтальмолог. То есть он полез не в свою епархию, он не начал заниматься, не занимался непосредственно острыми респираторными вирусными заболеваниями. Во-вторых, это человек, у которого был уже один ребенок, жена его находилась, она была беременна вторым ребенком, который родился уже после смерти. То есть налицо очень такой социально активный, авантюрный персонаж, и когда он погиб, началась массовые акции в Пекине среди молодежи, ну, как у нас «Я, ты, Ли Вэньлян», да, то есть что-то подобное такого характера. Социальные сети захлестнула акции поддержки Ли Вэньляна, что власти его, собственно, Министерство общественной безопасности арестовало и так далее, что потом в дальнейшем и он умер, да, то есть начиналась огромная акция неповиновения, огромные массовые протесты в Китае, которые должны были, по идее, привести к смене власти. Но что мы видим? Почему в первую половину года ситуация была одной, а во вторую половину года мы вообще даже не видим случаев заражения? В Китае произошла вторая волна политических репрессий, о которых не говорят на Западе. В Китае арестовано 2000 руководителей, 18 из них на ноябрь 2020 года уровня замминистра, вице-губернатор замминистра. Изменен губернаторский корпус, то есть около 10 вице-губернаторов, в том числе начальники полиции. 2 из них это уроженцы Уханя, и которые работали в Ухане в уголовном розыске, в дальнейшем были распределены. То есть это также уханьские полицейские. Значит, заменена треть губернаторского корпуса. Арестован заместитель министра общественной безопасности, курировавший медицину, который непосредственно прибыл в Ухань. Смена произошла, значит, 6 министров, в том числе министра юстиции, который курировал тюремную систему Китая. Сменен министр сельского хозяйства, ключевой для китайско-американского сотрудничества, который сидел там 10 лет.
то есть еще до Си Цзиньпина, при Ху Цзиньтао, сменен министр промышленности и информатизации, который возглавлял раньше предприятие в Хубэй, Дунфэн, предприятие автомобилестроительное, тоже 10 лет занимал свою позицию. То есть мы видим, что в результате этой эпидемии, в результате работы органов Центрального комитета контроля, правоохранительных органов произошла огромная чистка, по итогам которой к августу Китай отказался от политики, как Андрей Ильич говорит, термин коронабесия. То есть в Китае ковида как будто бы нет. И что меня поражает, что даже нет острых респираторных вирусных заболеваний. Извините, я вас перебью, но это все-таки нет в статистике или нет вообще? Мне сложно рассуждать, как нет вообще или нет, но сейчас статистика у нас говорит о примерно 2-6 случаях в день локального заражения, около 20 завозных, то есть для 1,5 миллиарда это практически ничто. Соседние, многие люди говорят, что ну как так, ну маски носят, да, то есть там санитайзерами себя обрабатывают, дисциплина, да. Есть такие наивные мнения, которые считают, что в Китае не может, вот это все побеждено действительно. Соседняя Корея, куда более стерильная страна, куда более, более развитыми, вообще просто социально развитая. 120-150 случаев в месяц. В Японии на одно только Токио сейчас 600 случаев, то есть 2000 случаев заражения. То есть соседние страны, за исключением Тайваня, в Тайване тоже нулевая статистика, но это скорее тоже политический момент, да, Малайзии 300 случаев, да, в день. То есть все соседние страны с таким же климатом демонстрируют достаточно большую заболеваемость. Я думаю, что в Китае спустя мы 10-20 лет узнаем, что она тоже была на провинцию порядка 1000, да, заболевших. Но сейчас как будто бы ничего нет, случаи не фиксируются и так далее. Это, я не говорю, что отсутствует эпидемия, что она не опасна, но государственному и медийному аппарату, пропагандистскому, дана четкая команда, и они ее исполняют, они чувствуют сменившийся вектор на то, что суверенная сила, Си Цзиньпин эту преодолел, эту эпидемию, ее больше нет. То есть мы видим, что в Китае планировался, возможно, трансфер власти, попытка оказать давление, в том числе именно группой преемников со стороны комсомола, близкой к Демократической партии США, на Си Цзиньпина. Си Цзиньпин использовал, во-первых, Народно-освободительную армию Китая для ликвидации этой ситуации и аппарат Центрального комитета контроля, который возглавляет его земляк Чжао Лэцзи. То есть проведена масштабная партийная чистка, которая, я думаю, еще не закончена, потому что ротации происходят. Мы готовимся в 2022 году к съезду, 2020-му, который Си Цзиньпин будет для него ключевым. Он будет либо избираться, либо не избираться на 3-й срок. У нас изменена в Китае Конституция. В 2018 году Си Цзиньпин получил право неограниченно занимать позицию председателя КНР. И, конечно, это вызвало очень большой, соответственно, антагонизм в круге его политических противников. Книга, которую мы совместно с Институтом системы стратегического анализа сейчас издаем, она подробно анализирует впервые в России, в Китае и на Западе внутренние механизмы распределения всех органов власти внутри по персоналиям к той или иной политической группировке, в том числе и на субэтническом принципе. То есть китайцы очень сильно внутри отличаются диалектно. Также на их территории были независимые государства, так называемые царства. И это все подробно анализируется. Этот принцип также использовался в советском востоковедении, в российском востоковедении он утрачен. То есть мы пытаемся к этому вернуться. Почему в теме заявлена именно формулировка «суверенная группа Си Цзиньпина»? Дело в том, что по итогам правого поворота Дэн Сяопина, так называемого китайского НЭПа, ухода от, по сути дела, плановой экономики к рыночной экономике, утратили власть как и левые радикалы, маоисты так называемые, и утратили власть суверенная группа. Суверенная группа, я вам сейчас расскажу, что я имею в виду. Когда произошло освобождение Китая, Народно-освободительной армии Китая, в северо-западном Китае при непосредственном участии Советского Союза, Красной армии, Советской Красной армии, была создана и поддержана группа Гаогана, которую называли китайским Сталиным, который имел непосредственно тесные контакты с Советским Союзом, с руководством РККА. И в эту группу входил отец Си Цзиньпина, Си Чжунсюнь. То есть непосредственно наследственные связи, Си Цзиньпин наследовал эту позицию близкую к северо-западному Китаю. Сейчас и в том числе из-за этого связаны глубокие интеграционные процессы с Российской Федерацией.
То есть мы можем говорить, что на нас вешают ярлыки, что мы избрали Трампа. Я думаю, что это еще предстоит исследовать, но я думаю, что и Си Цзиньпин тоже непосредственно очень близкий, лояльный России руководитель Китая. В оппозицию к нему, соответственно, находится проамериканский комсомольский блок, который практически полностью контролирует Госсовет КНР. Премьер-министр Ли Кэтян, это бывший первый секретарь комсомольской организации. Первый вице-премьер Хань Чжэн, это руководитель комсомольской организации Шанхая. Ху Чуньхуа, которого я уже назвал, которого считают преемником Си Цзиньпина, это тоже бывший первый секретарь комсомола, Всекитайского коммунистического союза молодежи, и все остальные вице-премьеры, за исключением Ван Юна, который курирует космос, все являются выходцами из руководящего звена комсомола и непосредственно связаны с историей демократической партии. Более того, в книге проанализированы циклы прихода к власти Демпартии США, например, Билл Клинтон, Вильям Клинтон, в 1992 году были выборы, в 1993 году в январе он был назначен, одновременно с ним приходит к власти Ху Цзиньтао из поста низового достаточно руководителя тибетской организации коммунистической партии, перескакивать сразу в постоянный комитет Политбюро. То есть эти процессы с приходом к власти комсомольцев и приходом к власти Демократической партии США синхронизированы. Они имеют внутренний системный регулярный характер. Это очень хорошо проанализировано. И сейчас что мы видим? Си Цзиньпин подавил комсомольскую группу в Китае. Эта работа еще не завершена. Но мы видим по его действиям в Гонконге и в других местах, что победа Джозефа Байдена на выборах его не смутила, и он своим курсом продолжает действовать, и будет его идти дальнейшее обострение. В связи с этим сейчас связаны новости и о том, что Тайвань создает подводный флот, чтобы противостоять угрозе вторжения. Гонконг, который практически был незаметен для нас события в Гонконге, а в 2020 году Китай вернул себе Гонконг. Мы об этом не говорим. Вот у них Крымская победа, которая была в 2014 году, в Китае произошла в 2020 году. Де-факто введены войска Китайской Народной Республики, вооруженная полиция Китая. Больше там нет протестов. То есть, потому что это реально не полиция Гонконга контролирует, а китайская гвардия. То есть она видна. Китай получил прямое влияние на парламент Гонконга, он дисквалифицировал нескольких членов. То есть, по сути дела, Гонконг утратил суверенитет в 2020 году и окончательно вошел в состав Китайской Народной Республики. Конечно, это вызывает жесткий антагонизм, и мы пытаемся найти корни. А почему Си Цзиньпин проводит такую политику? Мы их находим в советском прошлом отца Си Цзиньпина, а также в очень интересном моменте, который отличает Си Цзиньпина от всех генеральных секретарей предыдущих. Вся китайская, так или иначе, власть, она держится на армейских группировках. Руководители, как Дэн Сяопин, Мао Цзэдун и так далее, всегда занимали посты председателя Центрального военного комитета. И Си Цзиньпин тоже. Но его ключевое отличие в том, что он действующий военный. Он начал свою политическую карьеру, первая должность, это помощник министра обороны Гэн Бяо. Он действующий, находится на действующей военной службе и имеет военное звание. То есть это выходец из армейской среды, и его путь политики будет военный. И поэтому до 2035 года суверенная группа Си Цзиньпина так или иначе будет вовлечена в тот или иной конфликт и противостояние, в том числе с США. На первых этапах, скорее всего, будет это гибридное противостояние. Мы можем об этом судить по речи Си Цзиньпина, беспрецедентно жесткой в отношении 70-летия участия Китая в Корейской войне сопротивления американским захватчикам. Впервые между делом Си Цзиньпин упомянул в этой речи ядерное оружие, то есть раньше этого не было, я проанализировал речи на 60-летие, на 50-летие и так далее. Раньше это был примирительный достаточно тон, впервые очень резкие заявления. В 2016 году произошла реформа военная в Китае, военные округа преобразованы в боевые округа, то есть это один шаг к преобразованию их фронта. Да? И мы сейчас можем гадать о том, где, с какого конца будет поджигаться вот этот вот Китай. Да? Вот это Китай при Си Цзиньпине. Дело в том, что у комсомола, как союзника Демократической партии США, было очень такой, вот, скажем, позитивный один момент в их сотрудничестве. Две страны сдерживали от прямого военного конфликта. Почему? Переплетены экономические отношения, связи имеют, как китайцы, например, корпорация Alibaba, это детище комсомола, которое размещено на Нью-Йоркской фондовой бирже. Си Цзиньпин, кстати говоря, нанес очень сильный удар сейчас по бенефициарам Alibaba, не дав разместиться Ant Group на биржах Китая. Значит, это сдерживало глобальное противостояние Китая и США. Более того, последняя новость последних дней – это то, что сорваны переговоры между ВМФ США и Китаем. То есть они лишаются просто армии двух стран, лишаются переговорного коммуникационного инструмента, что повышает риски.
риски возникновения каких-то нестандартных ситуаций. К слову говоря, до комсомольского правления, во время правления шанхайского генсека Цзян Цзиминя, американцы уже были очень остро, именно Демократическая партия США, Вильям Клинтон, очень остро, соответственно, конфликтовали с близким к армейскому все-таки шанхайской группе руководством. Был уничтожен ракетным ударом посольство Китайской Народной Республики в Белграде. Тем не менее, оно было выплачено компенсации. Был сбит американский летчик в 2001 году над Южно-Китайским морем. Тогда это не привело к конфликту, потому что стороны были настроены на усиление интеграции экономической. Сейчас идет дезинтеграция. Трамп придумал термин decoupling, то есть это размежевание. Уход китайских компаний с биржи, уход от технологической зависимости от США и так далее. То есть сейчас риски того, что суверенная группа Си Цзиньпина поведет Китай к крупному глобальному какому-то противостоянию, они многократно возросли. И на это настроена военная элита Китая, которая не имеет ничего общего с приморскими провинциями, взросшенными за годы взаимодействия Китая и Запада. Они не испытают удары по собственным основам власти, если такая война начнет вестись непосредственно на территории Китая. Ну, это вряд ли, но есть такая вероятность. Что касается непосредственной подготовки к новой мировой войне. Звучит остро, дискутивно. И если бы это было бы лет 5, я бы назвал такие разговоры маргинальными или еще хуже городских сумасшедших. Но когда о новой мировой войне говорит начальник генерального штаба Великобритании Ник Картер, он говорит, что Китай, Великобритания и вообще весь мир в 2020 году вступили в фазу роста возможностей начала новой мировой войны. И ему вторит доклад чешской разведки в середине ноября 2020 года, которые говорят о том, что также мир наполнен противоречием, противоречия усугубляются, мировая система разрушается, и вероятность возникновения коалиций, а также каких-то крупных масштабных войн, она растет. Она будет расти на период бессрочного правления Си Цзиньпина с 2020 по 2035 год. То есть это наиболее турбулентный период. Могу добавить, что идея ядерной войны, она, соответственно, витает в воздухе, об этом очень много разговоров. А сколько лет Си Цзиньпину? Си Цзиньпин родился в 1953 году, если я не ошибаюсь. 67. Прекрасно. Он... Сейчас? Да. Нет, больше. 65-67. 67. Да. До 35-го года. Да, и есть такой вариант. Есть варианты передачи власти непосредственно седьмому члену Политбюро, шестому члену Политбюро Джао Ди, это его земляк. Возможно, он передаст ему власть. Есть также варианты, что при Байдене усилится давление на Китай, будет создана ситуация оранжевой революции, национальные меньшинства типа уйгуров, тибетцев, внутренних монголов получат дополнительное финансирование, и режим будет шататься изнутри, то есть это будет и внутреннее напряжение, и внешнее одновременно. Но, тем не менее, если мы говорим о вероятности новой мировой войны с использованием ядерного оружия, эта вероятность существует, и она продолжает расти. Об этом, о том, что такая возможность существует, и говорит нам опыт и существование населения территории Припяти в районе Чернобыля и японских городов Хиросима и Нагасаки, которые подверглись ядерной бомбардировке, однако спустя определенное десятилетие жизнь там восстановилась, и о том, о чем мы говорим, что есть некая перезагрузка, да, Great Reset, соответственно, то, о чем говорил Андрей Ильич, она может быть и не только с помощью коронавируса запущена. То есть вот такие задачи могут решаться. Более того, в пользу масштабных войн 20 века также говорит удешевление средств вооружения. Если сейчас один истребитель стоит десятки миллионов долларов, подготовка пилотов стоит достаточно дорого, гибнут люди, у нас есть определенные моральные блоки, массовая гибель людей, то автоматическое роботизированное оружие, война дронов, в том числе авиационных дронов, к которым готовятся Китай и США, это уже полноценно обсуждается генеральными штабами, проводятся штабные игры, она возможна. То есть массовая война с использованием дистанционно управляемой техники – это будущее ближайших 5-10 лет. И эта ситуация будет, это напряжение будет расти. Постарался рассказать про то, что есть в книге частично. Это одна из, только 10-я часть книги. В ней 700 страниц, все органы власти и Конституция новые проанализированы. В достаточно такой интересной публицистической манере. В конце января будет доступна. Призываю также ознакомиться. В конце января будет... Она будет доступна в магазинах. И, да. Китайская власть. Спасибо большое.
Жду вопросов. Спасибо Спасибо. большое. Да. Секундочку, да? Секунду. Значит, поскольку книга будет в печатном виде, да, вопросов уже очень много, Да. приобрести ее можно Да. будет в магазине издательства КМК, правильно? Да. Да. День Да. День ТВ. Вот, а в PDF, День ТВ? День ТВ? Ну, это онлайн. В интернете можно онлайн, купить. да. Онлайн. Ну, в магазинах, конечно, если они будут работать, в библиоглобусе, Да. там, Да, в других- библиоглобусе точно да, будет. это все будет. Вот. Поскольку я еще как модератор не задавала ни одного вопроса, можно я задам сначала. Есть очень конкретные вещи, а есть, так скажем, для более широкого понимания. Первый конкретный вопрос. Какие основания смены руководителей, в частности министров, что им предъявляется? То есть это уголовные какие-то преследования, что? Или как? Вообще в Китае средний срок нахождения министра на должности это порядка 3 лет. То есть обычно ротация должна быть 3 года. Однако в случае сельского хозяйства и Министерства промышленности и информатизации ротации не было с предыдущего председателя КНР. То есть они без всяких оснований там находились и избегали всяческих ротаций. Ну и, в общем-то, зампред здравоохранения 17 лет, это Ну, не ротация это нонсенс. не значит, что их посадили. Нет, они Их оставили. просто сняли. Информации с о этого. том, что их посадили, нет. Я не могу вам гарантировать их будущее. Но о том, что посадки вице-губернаторов, значит, руководителей полиции, а полиция это была и в период культурной революции один из союзников хунвейбинов на самом деле, да, и при этом это Се Фуджи, министр общественной безопасности, был хубеец, то есть уроженец провинции Хубэй, это очень революционная провинция на самом деле. Действительно произошли именно посадки вице-губернаторов масштабные, и один заместитель министра общественной безопасности был посажен. Понятно, то есть и ротация, и в то же Всё время вместе, заведение да. каких-то дел. И вот еще такой рассужденческий пассаж, наверное, вот вы говорите о лояльности Си по отношению к Российской Федерации, но мне кажется, ведь эта лояльность лично президенту и России, она не входит в противоречие с политикой Китая, традицией, стратегией поглощения пространства. Ведь под любовью они все равно завоевывают огромные-огромные территории. И здесь неважно, любят нас, не любят, но на определенные условия вынуждают. Да? Конечно, я и не хотел вам сказать о том, что китайцы это травоядная нация, это абсолютно конкурентная нация внутри и вовне. Но альтернативой лояльности Си Цзиньпина это прямой военный конфликт. То есть когда наши две страны будут стравливать, соответственно, на границе Дальнего Востока, и мы себя сожжем в войне. То есть комсомол выступает за подобные провокации. Лидеры комсомола, например, один из них Лухао, да, это бывший губернатор провинции Хэйлунцзян, при нем были различные провокации по типу переименования городов. Вот Айгунь Айхуэй переименован в Айхунь, то есть по типу Айгуньского договора, из-за которого отторгла Россия нынешние 3 субъекта Российской Федерации. То есть он реанимировал это прошлое, которое самим переименованием он намекнул на то, что этот договор он был неравноправный. По границе с Россией этот губернатор разрешил рожать 3 детей, то есть это очень провокативный, соответственно, тоже акт. То есть комсомол настроен на вот это. То есть у нас альтернатива это либо конфликт с Китаем, который уничтожит и Китай, и Россию во многом, либо альтернатива встать друг другу спиной во многом и учитывать интересы друг друга. Но говорить о том, что Китай это такое дружелюбное, онтологически дружелюбное существо, и об этом нельзя. Они активно продвигают свои интересы по всему миру. Конечно, для нас наиболее болезненная тема это Казахстан. Притирка и согласование интересов Китая и России в Казахстане. Сейчас вот о Турции очень много говорили. Турция как третий элемент туда вмешивается. Киргизия, Таджикистан и Иран. То есть Россия в большей степени Китая интересует как нейтральный союзник, либо нейтральный позитивно настроенный союзник. Они боятся, что при либеральном руководстве России, которое может все равно прийти к власти, Россия войдет в НАТО и будет основным ударным инструментом для того, чтобы сдерживать Китай. Вот так представляет ситуацию. Говорить о том, что китайцы миролюбивы, по сути, это неправильно. Но агрессия Си Цзиньпина сейчас направлена на юг, Южно-Китайское море, на Ближний Восток. То есть вот фактор Ирана колоссальный. Коллега говорил о том, что
китаист, вот эксперт, имел в виду меня, скажет что-то по Ирану. Действительно, на этот год планировалась гигантская сделка между Ираном и Китаем, 25-летнее соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Китай предоставляет 500 миллиардов долларов помощи Ирану, по сути дела, обеспечивает полностью модернизацию по китайскому образцу всей иранской экономики, за это получает эксклюзивное право монопольное на покупку иранской нефти. То есть, по большому счету, Иран бы становился 35-й провинцией Китая. Мне кажется, что это основание для крупного военного конфликта на Ближнем Востоке. Планировался визит Си Цзиньпина в сентябре этого года, отложили. То есть, действительно, есть очень большие силы, которые противостоят этому. Иранская элита тоже неоднозначно к этому относится, но, тем не менее, альтернатив в рамках санкций Запада по отношению к Ирану, у Ирана нет альтернатив для модернизации собственной экономики, кроме как китайской. Спасибо большое. Вот Андрей Ильич, пожалуйста. Николай Николаевич, у меня даже не вопрос, а просьба пояснить не китаистам вот эту ситуацию Компартии и комсомол, потому что люди, которые выросли в Советском Союзе, они привыкли к формуле «партия сказала надо, комсомол ответил есть». А в Китае по-другому. Вот поясните, да, чтобы сразу стало понятно, почему комсомол и партия, вот они как бы оказываются по разные стороны баррикад порой. Ситуация такая, согласно уставу Коммунистической партии Китая, последняя редакция 2017 года, в принципе это и было в предыдущих уставах, любой руководитель комсомола должен быть параллельно и членом Компартии, но не обязательно быть комсомольцем, чтобы вступить в партию. То есть по большому счету комсомол существует как автономная политическая единица. Он и возник ведь как автономная. Я более того вам скажу, что он возник гораздо раньше, чем Коммунистическая партия, и он примерно на год раньше возник. Руководителем китайского комсомола в Хунане, например, был Мао Цзэдун. Потом уже через год, в 2021 году, они собрались на съезд Коммунистической партии. То есть коммунистический комсомол возник раньше, чем Коммунистическая партия Китая. И руководители, которые ячейки региональные возглавляли комсомол на местах, они потом во многом стали очень сильно проамериканскими под действием. Да? То есть нет документов, нет фактов, свидетельств, что они имели какие-то тесные отношения с Китаем. Сколько в комсомоле и сколько в партии? В партии на 2020 год 92 миллиона человек. В комсомоле, я могу ошибиться, до 90 миллионов человек. Ну, это силы практически равные. Да, конечно. Да, это равная сила, которая при, соответственно, Ху Яобане, это, по сути дела, политический наследник Мао Цзэдуна, называлось Новодемократическим союзом молодежи. То есть из них даже терминология изъята по слову коммунизм. То есть это была... Да, и, можно сказать, первым самым главным комсомольцем это Мао Цзэдун. Его можно назвать самым первым таким комсомольцем. Он, соответственно, и предложил идею новой демократии. Идея новой демократии подразумевает под собой то, что национальная буржуазия не является противником пролетариата. То есть он допускал существование мелкого бизнеса, лавочников и так далее. По большому счету это и есть партия лавочников. И я бы сказал, более того, это партия региональных лавочников, потому что сам Мао Цзэдун в его опубликованных первых работах, эта цитата есть в книге, есть ссылка на нее, он предлагал расчленение Китая на 22 государства и вот создание Хунаньской республики, сам Мао Цзэдун. Потом, впоследствии, он от этих националистических взглядов отказался. Но по сути, комсомол остается партией регионалов, партии мелкого бизнеса регионального, которая стремится к небольшой, значительной децентрализации и опирается на региональные кадры. А распустить эту организацию нет? 90 При Си Цзиньпине произошел какой процесс? При Си Цзиньпине массовое, отказ от взносов. Де-факто это самороспуск, да, то есть из-за масштабной антикоррупционной кампании просто члены комсомола перестали вносить взносы, а по уставу комсомола, если ты не приносишь взносы 6 месяцев, все, ты автоматически исключаешься под благовидным видом. Вот, то есть из руководства комсомол невозможно уничтожить, потому что я сказал, что государство, госсовет, все правительство Китая – это выходцы из руководящих звена комсомола. Сейчас, на данный момент, ситуация немного меняется, но все равно все вице-премьеры китайского правительства – это комсомольцы-руководители. Спасибо. Марина Анатольевна давно уже хотела, да. Да, слушайте, просто большое спасибо. Это вот, да, я начинаю подозревать, что вы не настоящий ученый. Потому что настоящий ученый никогда не понимает, что происходит на самом деле, и никогда не знает, что делать. Да вы тоже не настоящий ученый, Пономарёва. Потому что вы понимаете, что происходит.
Вот, Николай Николаевич, тут как бы есть достаточно сложный момент. Я с вами совершенно согласна относительно перспектив участия КНР там, в большой войне. Вот там военная доктрина КНР несколько лет назад опубликованная, я ее прочитала, да, и я понимаю, что китайцы сами назначили войну, ну, в голове там у себя, да, что вероятнее всего это 20-21 год. И как бы геолокация это Южно-Китайское море. Потом стало понятно почему. Там события стали развиваться, там острова, наращивание там еще островов, там туда-сюда, вот, и разные другие вещи. Но если китайцы смотрят в сторону Южно-Китайского моря, то мы-то смотрим, конечно, на СУАР КНР, который граничит с 8 государствами. И в СУАР, мы понимаем, там есть границы очень специфичные, да. Китайцы очень опасаются, насколько я понимаю, проблем вот на этих своих сухопутных границах. И, разумеется, есть силы, мы можем их назвать по головам, что называется, по юрлицам, которые готовы поучаствовать в раскачивании границ. Ваша экспертная позиция, вот как вы видите, удержат китайцы свою сухопутную границу по линии СУАР? Я имею в виду кусочек Пакистана, кусочек и так далее, да, и там, да. Ну, начну с Южно-Китайского моря. Здесь как раз стратегия очень интересная. То есть мы думаем, что там некие острова, то есть это борьба за скалы. На самом деле это китайская стратегия победить не воюя. То есть на Южно-Китайское море приходится 25% углеводородного трафика и вообще мировой торговли. То есть это Средиземное море и вообще Азия, Южно-Китайское море. Если вы устанавливаете контроль над акваторией и воздушным пространством, потому что речь идет и о воздухе, и о море, то вы автоматически ставите в зависимость не только все китайские общины гигантские Юго-Восточной Азии, но вы сразу же побеждаете Тайвань, потому что контролируете углеводородный трафик в Тайвань, и вы контролируете Южную Корею и Японию, потому что трафик торговый туда и обратно идет через Южно-Китайское море. То есть если вы выиграли битву за контроль над Южно-Китайским морем, вы автоматически, не осуществляя никакой агрессии на Тайвань, Японию, Южную Корею, поставили их под свой контроль, то есть достигли цели доминирования в Азии в принципе. Значит, по поводу СУАР. В середине ноября была исключена из списка террористических организаций в Соединенных Штатах движение исламское движение Восточного Туркестана. Более того, значит, теперь сотрудничество с ними является легальным на территории Соединенных Штатов. Мое мнение, что эта организация будет положена в основу нового ИГИЛа, то есть на территории от Азербайджана до, соответственно, от Карабаха до Западного Китая будет провоцироваться глобальная гражданская война под знаменем пантюркизма и исламизма. Администрация Байдена будет накачивать эти организации максимально. Турция будет играть роль канала, по которым будут распределяться средства, организационная, информационная поддержка. И это движение должно, по идее, охватить весь тюркский мир и стать препятствием на шелковом пути интеграции Китая и Европы, создать угрозу для Ирана и для России. То есть одновременно накачивая пантюркистское движение, мы создаем угрозу для всех участников евразийского процесса, евразийской интеграции. Что касается СУАР. СУАР 27 миллионов человек населения, если я не ошибаюсь. Большая часть из них уйгуры. Конечно, Китай сделал невероятные финансовые вливания туда, огромное значение СУАР играет для доктрины шелкового пути. Это и связь с Пакистаном, это и выход на Афганистан, это выход на страны Средней Азии. То есть это ключевой регион для Си Цзиньпина, ключевой регион для реализации сухопутного коридора в Европу в случае морской блокады Соединенных Штатов, флотом Соединенных Штатов морских коммуникаций Китая. То есть это вот дорога жизни, и СУАР находится в ее эпицентре. Китайцы очень ведут лояльную политику в отношении уйгуров, то есть многие уйгуры китаизированы, прекрасно говорят по-китайски, занимают ключевые позиции, в том числе есть один уйгур в Политбюро, много уйгуров в ЦК, их количество несоразмерно населению в парламенте, в Центральном комитете, огромное количество китайских мусульман. То есть Китай делает максимальные избыточные усилия для того, чтобы успокоить уйгуров, чтобы сделать какие-то вливания и так далее. Но, конечно, уйгуры это была одна из основных движущих сил в сирийском конфликте. То есть исламисты, прибывшие из Синьцзяно-Уйгурского автономного района, они могут вернуться в этот район. И, конечно, когда они получат масштабную финансовую поддержку, Синьцзян, конечно, может заполыхать. Мы все это будем ждать, скорее всего, вот уже в 2021 году.
Так, еще одно уточнение, да, у нас еще время. Николай Николаевич, дадите мне визитку, у меня Да. вопросов-то больше. Да, на телефон можно написать. Так, да, Сейчас. да, пожалуйста. Николай Николаевич, такой вопрос относительно присутствия Китая в Африке и, возможно, и борьбы за ресурсы, перспектив борьбы за ресурсы в Африке. Возможно ли столкновение Китая с другими заинтересантами именно на африканском континенте? Спасибо. Возможно, и дело в том, что первая зарубежная военная база Китая была в 2015 году открыта в Джибути, это Красное море, то есть, по сути дела, это и есть первая база Китая, расположенная в Африке. Мы очень много говорим о скупке земель, о скупке ресурсов по побережью Индийского океана, Танзания в первую очередь, Кения, Судан, углеводороды Судана. Поддержка Си Цзиньпином Ассиси, да, то есть это очень масштабная стратегия в Африке. Но мы всегда подспудно должны в голове держать Индию. Они вообще ничего не говорят, но по масштабам проникновения в Африку это основной конкурент Китая, и наиболее вероятно, что режимы Африки столкнутся в ситуации противостояния Китая и Индии, и им придется выбирать тот или иной режим. То есть очень сильно эти страны конкурируют. И, в принципе, я думаю, что Африка – это наиболее удобный для Китая источник ресурсов. Но, опять же, Индия на пути развития китайской экспансии в Африке стоит таким блоком. То есть и ее союзники, соответственно, Япония. Так, спасибо. Марина Анатольевна, еще, пожалуйста, вы хотели что-то спросить. Так, у нас пользователь... Да меня чрезвычайно заинтересовал этот новый транспортный коридор. СОАР КНР и идет на Пакистан. И новый порт, ну, ниже Гвадара, да, мы смотрим там, как на карту смотрим, ниже Гвадара. Сможет ли такое решение, ну, сугубо, да, экономическое, новая транспортная артерия, снизить вот эту напряженность по поводу, ну, скажем, пакистанских территорий? Мне кажется, там вообще речь идет о целой череде военно-морских баз, и это Шри-Ланка, порт Коломбо на 99 лет передан в аренду Китаю. Это и Гвадар, с Ираном ведутся переговоры о порте Чабахар. Да. Огромные масштабы в Бирме и в Таиланде ведутся переговоры. Это все ведет к наоборот, к росту напряжения. И очевидно, что, как вы правильно сказали, китайцы у себя в голове решили, что войны не избежать. И к ней надо быть готовым со всех сторон, от Северного шелкового пути, и до нашего Североморского пути, до Индии, до Австралии и так далее. То есть они к глобальной схватке готовятся. В их элите есть полное понимание, в отличие от американской элиты, что Китай будет так или иначе, либо этим способом, либо другим, он ввяжется в мировую войну, они к этому готовятся. Более того, это не экспансия, это со стороны кажется как экспансия. Де-факто это невозможность огромного китайского населения опираться только на собственные ресурсы. То есть Китаю необходима внешняя экспансия, чтобы просто удержать экономику, удержать режим, удержать социальную сферу. Они неизбежно будут претендовать на внешние ресурсы и войдут в столкновение с ведущими державами. То есть это реальность, к которой китайцы готовятся. Так получается, так же, как японцы в 1939-1940 году? Абсолютно верно. И также с ними хотят расправиться американцы, вначале введя нефтяное эмбарго углеводородное, поэтому так важны для Китая, собственно, нефтяные месторождения и российская нефть, и казахстанская нефть. Именно поэтому им так важны именно наши нефтяные поставки. И в дальнейшем это эмбарго нефтяное перерастет в эмбарго полностью торговое, а потом это будет уже, соответственно, наземная операция. То есть вот так